Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить модели игрушки народного автомобиля ВАЗ-2102 «Жигули», который производился на Одесском производственном объединении «Черноморская игрушка» с середины 70-х по начало 90-х годов. «Жигули» Одесского завода были сделаны полностью из пластика, не имели открывающихся частей, и разобрать их без нарушения запайки на днище было невозможно. Среди существующих на рынке моделек советского производства эта копия ВАЗ-2102 была максимально хорошо скопирована с оригинала, как и саратовские. Особенно это касается самых ранних моделей, которые были максимально аккуратно выполнены на еще целых и новых пресс-формах. Причем ранняя одесская модель по сравнению с саратовской была внешне более похожа на оригинальный автомобиль. Особенный интерес вызывали ранние колеса, которые максимально соответствовали по размерности оригинальному автомобилю. Хотя одесские «Жигули» и позиционировались как игрушка, но были очень неплохо скопированы, и если бы еще не имели открывающие части, то это был бы достойный конкурент саратовскому ВАЗу. Диски колес хоть и были пластиковые, но с резиновыми и нередко цветными покрышками, а колпаки на более ранних моделях были еще и хромированными. Днище у модели создавало имитацию реального автомобиля, несмотря на пластик и простоту исполнения. Особый шарм модели придавали стеклянные фары и фирменный значок ВАЗа на решетке радиатора. Учитывая тот факт, что модель производилась довольно длительный период времени, то и отличий между ранними и поздними моделями должно было быть довольно много. Однако одесский ВАЗ-2102 сравнительно недавно стал популярным и желанным у коллекционеров, и на форумах информации об этих отличиях и периодах производства сравнительно мало. Из того, что удалось выяснить, это то, что ранние одесские «Жигули» были выполнены максимально аккуратно, имели хромированные бампера и решетку радиатора. У ранних вариантов колес резина была выше и шире по сравнению с более поздними, колпаки были хромированы и с большим выпуклым кругом. Днище крепилось к кузову обычной распайкой, так же, как и пластиковый салон внутри. Чуть позже хром начинает пропадать, и бампера, решетка радиатора и колпаки колес становятся просто белыми. Передние фары могут быть как прозрачные, так и разноцветные. Возможны варианты колес как с ранними признаками, так и с более поздними, которые идут с более узкой и низкой резиной, с меньшим колпаком и маленьким кругом посередине. Исполнение становится грубее, и чаще попадаются «Жигули» с браком литья как отдельных деталей, так и корпуса машинки в целом. Самые поздние модели значительно отличаются от предыдущих периодов. Машинка уже идет без салона и с черным непрозрачными стеклами. Колеса идут уже цельнолитные, пластиковые другой формы и без имитации колпаков. Литье как отдельных деталей, так и корпуса становится еще более грубым и неаккуратным. Передние фары все еще могут быть как прозрачные, так и цветные. Кроме обычного гражданского варианта, в продаже встречались еще более редкие спецмодели ВАЗ-2102 «Милиция», которые по некоторым данным перестали производить в середине 80-х годов. Вначале данная модель была с двумя мигалками, потом с одной, а в конце производства с мигалкой, но без боковых полос и надписи «Милиция». Коробок для ВАЗ-2102 было несколько вариантов, которые не были особо чем-то примечательны. В основном отличия были в надписях, в цветах и качестве картона. Однако на сегодняшний день коробка на модель может быть дороже самой модели. Цена на одесский ВАЗ-2102 на сегодняшний день не такая высокая, как на ГАЗ-24 этого же производителя, и стартует от $2-3 за поздние или некомплектные модели без коробки. Модели ранние в идеальном состоянии и с коробочкой могут доходить до $30-40. Цену на милицейские «Жигули» найти не удалось в архивах аукционов, но исходя из того, что модель довольно редкая, цена на него, учитывая растущий спрос на модели черноморской игрушки, сегодня может превысить отметку $50-60 с коробкой. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, было интересно и познавательно. До новых встреч на моем канале.